Произошел очередной теракт. Вооруженные силы Украины взорвали на этой трассе Донецк-Горловка. Февраль 2022 года. Российские СМИ сообщают, что на территории Донецкой Народной Республики украинские диверсанты при попытке ликвидировать военного командира случайно убивают 3 гражданских. Произошедшее освещают пророссийские СМИ наряду с американскими военными блогерами. Люди на Западе должны понять, зачем здесь нужны российские миротворцы, пишет один из них в Твиттере. Корреспонденты изучили 2 автомобиля, а также место взрыва. Они утверждают, что целью атаки был командир ДНР, который находился в микроавтобусе. Основная цель был вот этот военный автомобиль, в котором двигался один из командиров народной милиции. Но он успел проскочить, а за ним шел гражданский автомобиль, в котором было 3 человек. Все они погибли. Такой репортаж, демонстрирующий агрессию украинских военных, один из многих пророссийских СМИ. Но это происшествие с обгоревшими телами на тот момент казалось настолько серьезным и из ряда вон выходящим, что независимые журналисты решили изучить его более подробно. Вместе с ними мы постараемся понять, что на самом деле произошло и как в действительности работают прокремлевские средства массовой информации. По официальной версии, инцидент произошел на трассе Донецк-Горловка на подконтрольной сепаратистами территории 22 февраля в 5 часов утра. Пресс-секретарь Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщает, что в результате инцидента погибли 3 человека. Тем же утром новость об инциденте появляется на сайтах государственных российских СМИ. Затем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказывает провести официальное расследование этого инцидента. И расследование было проведено, но не официальными лицами, а независимыми организациями. Из сообщений СМИ журналисты установили место инцидента, а также определили точное расположение машин и взрывного устройства. Первый автомобиль – Volkswagen LT28. По какой-то причине на нем, как и на втором автомобиле, отсутствуют номерные знаки. Второе, на что обратили внимание журналисты, это полное отсутствие стеклянных осколков. Несмотря на то, что во втором автомобиле нет фар и всех, кроме заднего окон, осколков нет ни снаружи, ни внутри салона. Складывается впечатление, что этот ВАЗ-2120 был ранее списан. Также весьма подозрительным выглядит положение обломков. По ним видно, что ни один автомобиль не отъехал от места взрыва. Похоже, что в этот момент они стояли на месте. Если бы машины в это время двигались, то маловероятно, что они бы моментально остановились. По инерции, как минимум несколько метров они бы еще проехали. Эти детали сами по себе довольно странные, но не являются абсолютно убедительными. Теперь давайте посмотрим на осколочные отверстия в кузове. Журналисты из Bellingcat, разбирающие этот случай, показали кадры эксперту по взрывчатке Крису Кобу-Смиту. Он прокомментировал увиденное так. Повреждения машины не похожи на осколочные повреждения от взрыва. Формы отверстий слишком похожи между собой. Те отверстия, что видны, явно выглядят как следы от пуль. Я считаю, что машину обстреляли из стрелкового оружия с достаточно близкого расстояния, рассказал Коб Смит. Возможно, это было сделано с целью имитировать шрапнель, которая якобы убила пассажиров и привела к возгоранию автомобиля. Но главное сомнение в правдивости происходящего вызвали травмы, полученные 3 жертвами. Одно из тел имеет крайне странные ранения для человека, погибшего от взрыва взрывного устройства. Его голова имеет ровные разрезы, которые аккуратно отделяют верхнюю часть черепа. Все фотографии без ретуши вы можете увидеть по ссылке в описании. Доктор Лоуренс Оуэнс, научный сотрудник университета Винчестер, отметил, что эти разрезы явно остались после процедуры вскрытия. Более того, цвет краев разрезов на черепе говорит о том, что они были сделаны до того, как тело обгорело, а это значит, что люди, находящиеся в автомобиле, были мертвы еще до возгорания. Кто они и откуда, до сих пор остается вопросом. Впоследствии еще один известный судебно-медицинский эксперт Виктор Виден также подтвердил, это типичный разрез, сделанный во время вскрытия с применением костной пилы. Также поразительно выглядит линия обрезанных ребер. Аккуратность и равномерность этих разрезов говорят о том, что они были сделаны с использованием хирургических ножниц для вскрытия грудной полости. Рассмотрев все эти детали, можно сделать вывод, что произошедшее 22 февраля в 5 часов утра на трассе Донецк-Горловка с большой долей вероятности инсценировка, созданная с очевидной целью манипулировать общественным мнением. Все эти журналисты и эксперты, осматривающие место событий, прекрасно понимают, что тут происходит на самом деле, но продолжают играть свою роль.
Стоит вспомнить, что разведка США ранее предупреждала Украину о том, что Россия может использовать трупы на востоке Украины для подобных дезинформационных кампаний. Пытаясь оправдать нападение на Украину, российские СМИ беспрерывно обвиняют ее в убийстве мирных жителей, бомбардировке собственных городов, разработке биологического оружия и прочих сфабрикованных, но недоказанных преступлениях. Что касается американских блогеров, их привлекают для ввода в заблуждение не только русскоговорящую, но и англоязычную аудиторию. Упомянутые в начале Патрик Ланкастер и Дина Брайан ранее неоднократно были уличены во лжи и пособничестве России в распространении дезинформации касательно Украины. Инсценированные теракты, лживые обвинения и переосмысление истории. Все это – изощренная кампания руководства России, которая таким способом преследует одну единственную цель – создать в вас ложное представление о происходящих в Украине событиях и о благородной миссии вооруженных сил России на ее территории.